Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Сегодня мы с вами будем вязать такую прекрасную следки для женщин. Вот эти следки вяжутся очень легко и очень просто. Я придумала именно простоты вязания такие следки. В этих следках у нас не будет провязываться отдельно пятки. Пятка у нас само собой выходит простым способом. Вот видите, здесь пятка нету. Вот здесь даже и швы не будет. Вот. А здесь у нас такое местечко будет. Это у нас дает как будто такую немножко форму для пятки. И вот видите, мы начинаем вязать вот отсюда, набираем петли и начинаем вот так вязать вот поворотными рядами. И у нас петли идут вот таким образом. Вот вяжется. Вот по краешку мы оформляем с таким платочной вязкой. Вот здесь идет вот такая платочная вязка. Здесь тоже. И когда доходим определенные размеры, вот, и мы здесь для верхней части следки добавляем петли. Набираем петли отдельно, вот так, и смыкаем круг. И начинаем потом уже провязать по кругу. Вот так идет у нас. По кругу мы вяжем, и здесь образуем мысок, и закруглим нашу работу. Вот таким образом у нас простота этого вязания. Даже для начинающих тоже будет очень легко вязать. Для красоты я здесь добавила узор змейку. И для красоты, и для определения количества рядов, чтобы, когда мы вяжем другую пару, чтобы было в одинаковом размере. И здесь тоже вот у меня такой красивый узор. Если вы хотите, можете любой другой узор связать здесь. Если хотите, можете чтобы усвоить такую форму вязания, можете и без узора вязать, или своим любым узором. Любой узор подойдет. И вот когда образуем мысок, мы нижнюю часть так сокращаем петли на боковых сторонах нижней части, а на верхней части мы сокращаем петли на счет узоров. Сокращаем петли внутри узора. И с этим образом у нас вот так мысок аккуратно вот так получится. Это я вам покажу. Насчет размеров. Вот у меня здесь 38-39 размер. Если вы хотите вязать поменьше размеров, вы можете укоротить длину следки на счет вот это место. Вот не здесь вы начнете набирать петли, а вы где-то 1,5 или 2 сантиметра раньше вы начнете набирать петли, и у вас сократятся следки вот таким образом. Вот у вас получится поменьше размеры. Еще можно сократить на счет вот это место. Вот здесь у меня идет коса, приплетение вот 3 раза,
Вы можете сделать 2 раза приплетения, и вы потом уже начнете вот здесь уже мысок. И у вас укоротится еще 1,5 или 2 сантиметра. Вот таким образом вы можете регулировать свой размер вязания. Давайте приступим вязать. Друзья, чтобы сперва мы должны определить размер высоты нашей подошвы, высоту пятки. У каждого свой размер. Сперва померите и потом обязательно свяжите образец, чтобы определение плотности по ширине петли. Насчет этого у меня есть отдельное видео на моем канале, можете там посмотреть. И потом, соответственно, этих расчетов вы будете набирать петли. Петли должны соответствовать высоту вашей пятки. Вот в моем случае это 16 петель. 18 петель должно быть. Я пока беру 16 петель. Для этого мы начнем вязание, чтобы здесь у нас получился без швов это место. Мы как начинаем вязать. Для этого вы берете свои спицы, какой размер, каком номер вы хотите вязать, и мы набираем 16 петель из нити другого цвета. 2, 3. Вот набирали 16 петель. Теперь начинаю вязать с нашей пряжи. Наша пряжа с лицевыми петлями. Когда здесь останется 5 петель, это у нас будет кромочные петли, мы провяжем до платочной вязкой. Это у нас будет вот это место. Вот это. Тоже лицевыми петлями. Поворачиваем нашу работу. И 5 петель мы провяжем лицевыми петлями, потому что это у нас платочная вязка. Остальное мы провяжем изнаночными петлями. Мы здесь провяжем. Поворачиваем нашу работу. Теперь вот здесь обратите внимание. Мы, когда обычно вяжем, первую петлю мы не провязывая берем на правую спицу. Вот так. Да? А в этом случае мы первую петлю тоже провяжем. Каждый раз. Вот. Это для чего надо будет, я вам потом покажу. Вот мы провязали 8 рядов.
Вот это место, вот это место. Вот так. Теперь мы находимся на изнаночной стороне. И отсюда мы вот этой стороны набираем 4 петли. Это вот так посмотрим. Самая крайняя петлю и самую крайнюю стенку мы набираем петли. Вот одна петля и провяжем изнаночно. Одна петля. И вторая петля. Вот. Теперь на этой спице у нас получилось 18 петель. Теперь мы берем еще одну спицу. Теперь мы здесь еще набираем 2 петли. Вот. Таким образом мы здесь добавили 4 петли. Теперь с этой стороны, вот которую видно, вот наши головки петельки, да, вот эти петли мы поднимаем и заодно провяжем изнаночными петлями. Вот мы 16 петель здесь должны поднимать. Вот самая крайняя. Вот. Когда поднимать 5 петель останется, мы здесь начинаем вязать лицевыми петлями. Последнюю вяжем изнаночно. Вот мы здесь подняли 16 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, 9. Вот 18 петель. На этой спице тоже 18, на этой спице тоже 18. Теперь мы начинаем вязать вот таким образом. Вот вяжем, поворачиваемся опять, так, в изнаночной стороне, опять поворачиваемся, вот таким образом мы будем вязать. Это случай, это у нас будет вот это место. Вот. Теперь мы будем вот так вязать. Поворачиваем. Вот, друзья. Мы когда вот здесь поднимали петли в этой стороне, мы уже провязали 5 рядов. Когда 5 рядов, мы уже начинаем наш узор змейку. Вот этот узор.
с обеих сторон. Пока у нас вот теперь это место у нас. Вот видите, да? Вот это место мы образовали. Вот это место. Вот. Таким образом мы вяжем вот до сюда. И сейчас я вам покажу, как мы берем вот эту голубую нить. Теперь вот эта голубая нить нам не нужна. Мы ее просто отрежем. И вот у нас здесь получается так гладко и без швов. И с этой стороны, и с этой стороны. Вот. Вот это место у нас. Вот это место. Вот. Вот теперь мы вот так продолжим вязать. У нас петли, потом полотно идет вот так. Вот полотно идет вот таким образом. Мы вот так вяжем. Когда уже доходим до сюда, мы с вами встретимся. До этого вы будете вязать самостоятельно. И здесь мы продолжим еще вязать с вами вместе. Я здесь покажу, как добавлять петли. Вот, друзья, мы дошли до этого места, вторую пару. От чего мы это знаем? Вот здесь у нас змейка, и должно быть 8 дырочки. Вот здесь тоже вот змейка, и когда посчитаем, здесь тоже 8 дырочки. Теперь мы набираем петель вот верхней части следки. Вот эти петли мы будем набирать и добавлять вот здесь. И потом мы уже начинаем вязать по кругу. Сейчас я вам покажу. Для этого, значит, у нас 12, а здесь 36, будет всего 48 петель. На нижней части следки мы оставляем 22 петель, а в верхней части мы здесь набором петли у нас всего будет 26 петель. Мы это сразу отделяем. Вот здесь от 22, значит 11 петель будет. 7 петель мы сюда отделяем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь остается 11 петель. Здесь то же самое. Отделяем на верхнюю часть следки.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вот. Теперь вот у нас будет нижняя сторона слитки, а это передняя, верхняя сторона клетки. Здесь мы набираем 12 петель. Это вот так набираем. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, мы 12 здесь набрали. Теперь мы продолжим вязать. Уже смыкаем круг. Здесь. И когда посмотрите, вот здесь платочной вязки, здесь должны мы взять изнаночными петлями. Вот 5 петель у нас изнаночными петлями пойдут. Вот опять мы дошли до платочной вязки. У нас 5 петель для кайма. Вот и они будут вязаться изнаночными петлями. 3, 4, 5. Теперь идут наши петли, которые мы набирали. Они тоже вяжутся изнаночными петлями. Таким образом, мы всего вот здесь, мы провязываем после набора здесь петель 8 рядов. Мы потом на верхней части слитки начинаем уже образовать узор. А нижняя часть вяжется просто лицевой гладью. Мы с вами увидимся, когда начинаем узор.